А стучали это потому, что время вышло, да? Да, все. До 9. Ну как оно с высоты? Да, ну так же не видно. Смотрите, да, там снимал, посмотрите потом. Так же особо не видно. Ты понимаешь, это же не главное, как мы думаем. Главное, как ты думаешь. То есть это гораздо важнее. Критерий один. Тебе должно быть комфортно. Единственный критерий. Понимаешь? А то, что мы по этому поводу думаем, это же не экзамены в курсе ПАДи, да? Какая разница, что мы по этому поводу думаем? Тебе же там находиться. Поэтому... Так. Это на самом деле вызывает восхищение, когда ты видишь, что человек себя преодолевает. И он себя побеждает. Это очень круто. Вот есть устойчивое равновесие, а есть неустойчивое. Неустойчивое ты можешь держать какое-то время, пусть неопределенно долгое. А устойчивое ты просто в нем находишься. Тебе не нужно делать какие-то усилия для того, чтобы в нем находиться. Ты просто в нем находишься. Пока она живет в режиме, вот сейчас наклоню голову, сделаю еще в 10 вздохов, потом подниму, и мне будет хорошо. Она себя перебарывает. С водой всегда так. И только постепенно человек понимает, что как бы там тоже нормально. И на самом деле я так думаю, что на следующее занятие я сам буду заниматься, потому что вот эта ориентировка инструкторов по дайвингу на сдачу экзаменов, она неправильная. Они сейчас сдают экзамен, а мне нужно, чтобы она там жила. То есть нельзя провести съемку, которая длится там 9 или 12 часов под водой в режиме вот еще 10 вздохов и наступит счастье. Это не выдержит просто. Главное понять, что вода на самом деле, она сильная, но она добрая. Вот, и она держит, и она помогает. И вот не надо с ней бороться. Это бесполезно. Она победит, она гораздо сильнее. Надо ее принять и как бы жить в ней, собственно говоря. То есть почувствовать, что мы оттуда все произошли. Основная вообще фишка в чем вот в этой подводной съемке и что видно. Почему это нельзя снять в обычной студии? Подвесили бы, значит, тебя на веревке, значит, и как бы и всех делов. Дело в том, что и почему это не могут снять вот там буквально в Голливуде даже. Фишка заключается в том, что под водой, когда человек испытывает невесомость, у него расслабляются становые мышцы, мышцы спины. Вот. И, соответственно, это видно. С этим сделать ничего нельзя. На поверхности они всегда напряжены, гарантированно. Потому что на нас действует сила тяжести, значит, и мы как бы все время напрягаемся. Вот подвешиваем мы себя, делаем все что угодно. Под водой они расслабляются, это видно, человек летает. Вообще обычно я моделям не даю никакого оборудования. Мы сразу погружаемся без маски, без жилетов. То есть они сразу попадают в те условия, в которых они оказываются. С тобой вышло так, что ты уже умеешь плавать немного, да, поэтому будем потихоньку. Все это должно быть очень спокойно, неторопливо, медленно, но уперто. Мы как ослы, мы, значит, идем в гору и идем в гору. Не надо вот рвать на груди тельняшку. И, значит, и пытаться, значит, задержать дыхание вот не на 37 секунд, а на 42. Не надо. О, отлично. Как? Все? Там есть еще груза. Мне грузов Ну, хватает. Сколько тебе? Так как баллон заканчивается. Минут 15. Занималась ты дома?
Да, обязательно. Позови пускала ванну. Нельзя надувать щеки. Потому что на самом деле мы снимаем большой теннис, а не то, как хомяки заготавливают на зиму зерно. Это разные съемки, и не надо их путать. Надо преодолевать животный страх, причем преодолевать его достаточно быстро. Вот, потому что организм и подсознание, оно говорит, что в таких условиях жить нельзя. И поля улю, все, смерть, гони гусей. Говорит, что боится, но при этом плавает. Я не верю. Говорит, что не паника начинается. Почему нельзя взять и сделать там, предположим, 20-часовое занятие и всему обучиться? Невозможно. Ты придешь на следующий день, ты все забудешь. У тебя организм не поверит в это. Требуется определенное количество возвратов к этой ситуации стрессовой, потому что организм очень ригиден. Он очень медленно запоминает, что в условиях для него непривычных он может нормально существовать. Есть еще одна тема — ходить курить на вышку. Ебать, говорит. Фу, ужасно. Если бы ты знал, как я боюсь высоты. Упал в детстве, с 7-го этажа. Полез к соседям на балкон. И сорвался. Ключицу сломал. Ой. Полный ахтунг, я хочу сказать. Просто немыслимо. Да нет, я могу туда даже прыгнуть. Я даже могу туда прыгнуть с аквалангом. Даже со Спартой, наверное, могу прыгнуть. Но все равно страшно. То есть это вопрос, опять же, вот преодоления. То есть преодолеть-то я могу это все хозяйство, но гармонии у меня нет. Я не могу в этом состоянии находиться вечно. А под водой могу. Она думала, что это как-то будет весело, здорово и удивительно. А это все вот через кровь, через говно, через геморрой. Я увидел Наташку и понял, что, в общем, она, в принципе, сможет это сделать. И поэтому предложил. Всем остальным бесполезно было предлагать. То есть они не смогут. За руки никто не тянул. Сама вызвалась. Она, видишь, как здорово плывет без акваланга. Совершенно другая степень свободы. То есть ты реально под водой паришь. Когда ты без всего, ты вот по-настоящему паришь. Отлично, уже в следующий раз будем уже нормально тренироваться, отрабатывать всю эту технологию. Потому что, видишь, если тебе вдыхать побольше, тебя поймать будет тяжело, и у тебя будет неконтролируемые вообще как бы вот движения. Понимаешь? А если ты будешь отталкиваться, если нам удастся поймать вот это движение, то ты его сможешь контролировать, ты будешь понимать, куда ты прыгаешь. Замерзла лягушка. В жизни столько под водой не была, да? Первый раз. Но ничего, все когда-нибудь первый раз. На самом деле это очень важное чувство, которое надо поймать о том, что вода держит. У нее же очень высокая плотность. Плавучесть регулирует никаким не жилетом, а регулирует легкими. Коляску подвести, я полотенце накинула, это очень холодно. И основной источник плавучести — это у тебя легкие. Легких, да, сколько выдохнешь воздуха, сколько вдохнешь, это я уже поняла. Соответственно, надо научиться дышать тем разделом легких, какая плавучесть тебе нужна. То есть, если тебе нужна низкая плавучесть, то ты дышишь, соответственно, только нижней частью легких. И чем больше ты забираешь легких в процесс дыхания, да, тем, соответственно, выше у тебя становится плавучесть. Вот это чувство, оно совершенно машинальное, это как ходьба или как дыхание. Научиться этому так быстро нельзя, но вот хотя бы чуть-чуть поймать, сколько тебе нужно вдохнуть, чтобы тебя не выкидывало. Надо поймать вот это чувство. Ну чего, сегодня гораздо лучше. Прям совсем гораздо лучше. Но сегодня мне больше понравилось, чем в прошлый раз. На самом деле очень хорошо получилось. Есть парочка таких очень удачных кадров.
Вот, а главное, что у нее лицо очень фотогеничное под водой, ну, как я и говорил. Вот. И она выглядит просто супер. Да, сначала, когда опустилась, ну как-то сначала непривычно было, а потом уже ничего, и даже через нос уже и выдыхал как-то спокойно уже. Мастер доволен. Самое главное, чтобы мастер был доволен. У меня в жизни был период, когда у меня было достаточно много денег. Вот прям так, по-настоящему достаточно много денег. И в какой-то момент я понял, что это не приносит счастья. Потом, если очень много денег, исчезают мечты. Я вот в свои 33 года, когда проснулся, это было очень острое состояние. Я всегда мечтаю что-нибудь получить на день рождения. Не знаю. Неважно, я их сам себе покупаю или там мне дарят чего-то. Ну, есть какая-то вот радость от этого дня, чтобы была, да, хотя бы минимальная. И вот 33 года я проснулся и понял, что я ничего не хочу. Потому что у меня все есть. Ничего. Знаешь, как неприятно. Я, значит, выхожу, и вроде температура прям минус 14, что ли, на градусник, а у меня машина не заводится. Ее, видно, настолько все охладило, что она вообще не заводится. Я уже ее, не знаю, завожу, уже все думаю. Сейчас аккумулятор сядет, и буду я здесь ночевать, прям на этой стоянке. Второй раз подтапливается уже камера. У тебя утонул разговорник, матюгальник. У Кирюхи не работает фокус. А почему? Никто не знает. Пришел заяц не судьбы. Папа у нас сейчас на хозяйстве. Дом, ремонт, готовить. Мама работает, а папа на хозяйстве. Костя в основном в игры играет, компьютерный любитель большой. Но сейчас я смотрю, по дому стал помогать, и я прям вообще, прям боюсь даже сгладить. Прям, ну, 13 ей 4. 13 лет, 4 месяца. Вера на гитару записалась. Дурдом. Полнейший дурдом. Все как обычно. Фу. Вообще все удивляются, когда узнают, сколько мне лет. Говорят, что я на свой возраст не выгляжу. 4 тренировки прошло. Быстро достаточно. Ну, Наташка просто способная, поэтому так быстро. Вот. Что ты дал себе оценку? Надо еще или уже все? По-моему, нормально. И глаза уже есть, в общем, появились. Да. Что глаза есть. Ну, поехали. Поехали. Девушка ко мне в раздевалке подошла и говорит: вы, говорит, наверное, давно уже занимаетесь дайвингом? Я говорю: да нет, вот сегодня, по-моему, 6-й раз всего. Она говорит: да не может быть. Я, говорит, думала, вы давно уже, вы уже без маски, без всего, значит. Она говорит: а я, говорит, сегодня первый раз пришла, говорит, погрузилась и сама про себя думаю под водой. Это был мой первый и последний раз. Больше я сюда не ногой. Но сейчас, говорит, я подумала, наверное, стоит попробовать еще раз. А что, прям совсем ничего не получается? Нет, там чего-то есть, но нет. Не нравится. Думаю, да, снимем. За второй раз. Сейчас, говорит, холоднее будет. А Витя сказал, надо лицо еще радостнее сделать. Сейчас будет зуб на зуб не попадать. Куда уж еще-то радостнее. Куда уж еще-то радостнее. Да, лицо должно быть радостное. А что, не радостное, что ли, было? Нет, не радостное. Будешь другое-то взять. Какое есть? Строить радостное лицо. Мы добры и веселы. А она не мучается. Она получает удовольствие. Она горда собой. Для нее это нужно. Понимаешь? То есть люди, которые не хотят, они отсеиваются достаточно быстро. У меня же были съемки, когда человек отказывался. То есть он залазил там, сидел 20 минут, а потом говорил: извините, я не буду. То есть ты понимаешь, да, что она всплыть не может, она же подгружена. Она, в общем, ей деться-то некуда. Как я могу чувствовать какую-то опасность, когда я знаю, что у меня есть 2 опытных инструктора, которые рядом со мной, и в их цели точно не входит меня утопить.
Она верит, что достигнув чего-то, она изменится. А ты? Все люди в это верят. Это такое свойство человеческого мозга. У меня с детства есть желание прыгнуть с парашютом. Детская мечта, нереализованная. Я надеюсь, что она когда-нибудь сбудется. У меня даже уже была возможность, ну как так случилось, и что пару раз был не по моим, как бы, да, там желаниям отвод. Просто я собиралась уже ехать, но там то ребенок заболел, то что-то еще случилось, и я так поняла, что поскольку есть какой-то такой со стороны отвод не дает, который, да, поехать, то, наверное, пока не стоит испытывать судьбу. Но, наверное, я все-таки когда-нибудь ее испытаю. Но я уж старалась вспомнить самый счастливый момент в моей жизни. Ведь я сказала, чтобы лицо было радостное. И я вот думаю, что ж мне такое радостное, что ж мне такое вызывает такую радость, что вот прям, вот прям что-то такое, вот прям. Что-то вот. Я вспомнила этот момент и попыталась его воспроизвести. Витя сказал, получилось, не знаю. Это уже момент. Ну, это очень лично. Это очень лично. Оставайтесь с нами. Пока. До следующего выхода из-под воды. Пошли. Я там на глубине, и мне что-то так вдруг захотелось приехать домой, мы купили коту мойву, и мне что-то так захотелось тушеной мойвы. Думаю, сейчас домой приеду, я объем кота. Это все вода, это все вода.